сейчас на складах даже близко нет того, чего ожидали. Здравствуйте, друзья! Самый известный российский пропагандист Владимир Соловьев в последнее время совсем впал в отчаяние из-за провалов российской армии на фронтах. И теперь он буквально бьется в припадках на своих эфирах, вопрошая, как же так вышло, что российскую армию разворовали и теперь она так плохо воюет. Внезапно выяснилось, что военные склады России оказались пусты, и теперь даже для 300 тысяч мобилизованных не хватает ничего, даже самого элементарного, ни экипировки, ни вооружений. Где все то, что должно было быть на складах для мобилизованных? Где это все? Если, как считает генерал-полковник Горемыкин, все есть и ничего не надо, тогда объясните это мобилизованным, извольте подойти к ним и объяснить. А куда делось все то, где должно было быть на складах? Еще в 2021 году Соловьев и другие его коллеги по российскому телевидению говорили совершенно по-другому. Но теперь их радостный победный тон и обещание за несколько дней разделаться с Украиной как-то вдруг резко куда-то подевались. Теперь Соловьев вообще сомневается, что у России есть чем бить по Украине. Почему народ-то так обрадовался, когда мы 2 дня работали по целям? Потому что же были сомнения, а есть ли нам чем работать по целям? Потому что когда чего не хватишься, ничего нет, то же начинаешь сомневаться во всем. Я просто напомню, что раньше вот ровно те же самые люди 10-15 лет рассказывали о суперсовременном вооружении, которое Россия производит, аналогов которому нет. Рисовали какие-то мультфильмы о том, как они всех побеждают. И вот теперь внезапно выяснилось, что не то, что суперсовременного вооружения нет, а нет самого элементарного. Ботинок на складах нет, не говоря уже о каком-то вооружении. И теперь Соловьев буквально бесится из-за того, что с лета российская армия в Украине не только никуда не продвигается, но и даже отступает. Мы с середины лета топчемся. Все нам объясняли гигантские вот там, сям задумки. А по результату? Результат-то где? Ну а вот, пожалуй, самый интересный момент. Ругая армию, Соловьев четко по методичке выгораживает политическое руководство страны, то есть Путина и его окружение. Мол, это все абстрактные плохие генералы все разворовали, это они во всем виноваты. А Путин просто не знал. Я уже слышал, как армия перекладывает все на таинственных политиков, которые не дают. Сейчас кто и что не дает, скажите обществу. Ну и друг Путина Шойгу, конечно же, тоже ничего не знал. Он тоже не виноват. Его просто ввели в заблуждение. Ну, понимаете, он просто 10 лет занимает пост министра обороны, но при этом не знает ничего о том, что происходит у него в министерстве. Кто ввел в заблуждение в каком этапе министра обороны? Понадобилось 300 тысяч мобилизованных. Понятно. 156-й раз спрашиваю. Армия 1 150 000. Где они? Или это так же, как амуниция на складах? Или все-таки они есть? Вот так, спустя 7 месяцев после идиотского вторжения в Украину, даже российская пропаганда уже вынуждена признать, что никакой второй армии мира в РФ на самом деле нет. Следовательно, нет и никакой сверхдержавы, а есть просто коррумпированная, насквозь прогнившая страна третьего мира, в которой чего не хватишься, ничего нет. И, подчеркиваю особенно, все это говорит не какой-то западный эксперт, да? Это не украинская пропаганда. Нет, это я вам сейчас цитирую Соловьева. То есть это Кремль признает. То есть даже уже российские власти вынуждены признать, что армия развалена, все разворовано, потому что правда настолько очевидна, что скрывать ее дальше просто невозможно. Нам же остается просто распространять эту информацию. Помогите это сделать, поделитесь этим видео, распространяйте его в социальных сетях и подписывайтесь на канал. Это тоже очень важно.